Доброе утро всем. Сегодня у нас день выезда. Но еще у нас куча приключений сегодня. Завтрак взяла себе. Ира себе, как всегда, хлопья накладывает. Все, пойдем. И будем выезжать в дорогу. Давай, заходи. Будем выезжать в дорогу. И путешествовать еще по Турции. Поедем в Дальян. Еще куда-то. В общем, еще много-много дел у нас. Сегодня у нас какая программа вообще? Нашу группу повезли в Голубую лагуну. И потом там 2 часа плавают они, и как бы уже отправляемся в другое место. Уже из отеля все выселились. Но так как мы уже были в Голубой лагуне, в этом получается, отдыхе один раз мы ездили своим ходом. Ну и до этого мы уже были много раз, то мы решили не ехать туда. Ну, потому что не очень удобно, там получается жарко, 2 часа на купание, ну как бы что делать? Мы лучше решили в бассейне поплавать, и потом нас заберут. Ну, выселиться, правда, нужно раньше, чем нас забирают, но ничего, мы вещи приготовили, переоденемся здесь в туалете. В общем, вот, сейчас лежим на бассейне. Значит, как я уже сказала, какие планы. Потом мы едем в Дальян и на Черепаший берег, пляж так называется, там живут огромные черепахи, карета называются они. Так что тоже вам там поснимаю. Ну, опять же, кто меня уже смотрел в прошлом году, тот это все красоту уже видел, но еще раз обязательно вам покажу. Очень красивый пляж, там огромный, красивый, но купаться там сложновато, потому что ветрено и волны. Мои вон там на бассейне чилят, а я у лежака. Хочется вот так вот полежать, потому что, конечно, такой отдых с автобусным туром, это, ну, такой немножко не релакс. То есть хочется и релакса, и что-то новое посмотреть. Приходится вот так вот как-то совмещать. Смотрите, какой у меня вид на гору. А там в самом-самом верху фуникулер. Вот там, видите, вагончики далеко-далеко. Вот так, отель здесь очень с красивым видом, и здесь очень крутой бассейн. В этом году они еще обновили все номера. Ну, там мебель новая. Маленькие, конечно, комнаты, но в целом все чистенько очень, все у них классно. И еда вкусная, завтраки и ужины только здесь, но как бы не очень большой выбор именно шведского стола, но вообще все вкусно, вот все хватает, реально не нужно больше. Даже это, наверное, плюс в какой-то степени. Кстати, вот банан, который я вам показывала, все еще на месте. Вот. А мы, кстати, спросили, сколько стоит этот отель, если просто своим ходом приехать. И сказали, что 4000 лир не за номер, а за человека в сутки 4000 лир. Ну, это, конечно, дорого. Если так, допустим, на семью платить, да, или там, ну, получится, с двоих это 8000 за комнату в сутки. Это очень дорого, на самом деле. Здесь внизу можно отельчики подешевле найти, но, видимо, они специально такую цену делают, чтобы приезжали только группы, потому что вот мы сейчас уезжаем сегодня, уже приехала другая группа, и так у них постоянно забронировано на целый, так понимаю, сезон вот эти вот группы, и за счет этого, в принципе, они, ну, как бы зарабатывают, да, а не за счет каких-то единичных туристов. Давай! Evet Mine, tatil hakkında neler düşünüyorsunuz? Ve de bir dahaki tatili in the music, in the house, babaanne partide katılma. In the music, babaanne house. Нас тут по дороге привезли в такой магазинчик, где продается мед и варенье различные. Вот
Мужчина нам рассказывает, как определить, настоящий ли мед. Нужно его разбавить водой и потом начать мешать. И вот если мед настоящий, то он образует такие, отделяется как бы от воды и образует кристаллики. А если мед поддельный, то он в воде rastvarится, чтобы вы не делали, и вообще как бы без следа. Geleneksel uzun yıllardır ev ortamında yapabildiğimiz çok keyifli bir test. Balı yakmak da bir testtir. Yine yakarak da anlayabilirsiniz ama bazen %100 cevap vermeyebilir. Çünkü şeker kristalleri yanıyordur. Aynı zamanda orada çiçek balında fruktoz içeriği olduğu için de %100 görüntü vermeyebilir. Hemen şöyle hızlıca Вау. Смотрите, варенье из острого перца. Тайна. От зубы. Одно осталось. Вот такие варенья интересные. Вот это из черники, из инжира, из зеленого инжира. Но самое прикольное, это вот это одно осталось из острого перца. Интересно, конечно. Это из зеленого ореха даже есть. Что тут еще интересно? Вот такой пекмес. Считается, что это самый полезный пекмес рожкового дерева. Мед вот, кстати, есть из елки, елочный мед. Елочный. Потом есть из цветков. Есть цветочный. И такой еще светлый цветочный. Такой 240 лет, баночка такая. Тут остановка на обед. Здесь место, которое делает мясо на мангале. Смотрите, вот такие у нас на шпажках. Называется чоп-шиш. Вот такие маленькие шашлычки. И котлетки. Мира котлетки кушает, я шашлык. Вообще порция вот такая большая. Если только шашлык брать. Мы тут сидим, обедаем, и я так смотрю, вдалеке мечеть, и на мечети на крыше что-то шевелится. Я думаю, что это такое? Сначала не поняла, вот телефоном приблизила, я на максималках просто 15х, по-моему, это. Смотрите, аисты на крыше мечети, и там еще он и не один. Вообще класс, целое гнездо. Я не знаю, может быть, у них там птенчики, или это и есть птенчики, просто уже подросшие. Какая же прелесть. Вообще аистов увидеть считается вроде бы как к хорошему знаку. Мы поели. Жарко очень в автобусе сейчас, хотя кондиционеры работают, просто он только завелся, пока жарко. И в общем, едем мы на Черепаший берег сейчас. Это находится в Дальяне. И так называется пляж, где живут и размножаются черепашки, которые называются карета-карета. Большие огромные черепахи. Они на этом пляже откладывают свои яйца. Там есть такие специальные места огороженные. Надеюсь, я вам покажу. От этого пляжа нужно добираться на таком маленьком катерке по реке, которая впадает, собственно, в море, где находится этот пляж. В общем, сейчас все увидите, эту красоту. Вот наш катерок. А, не наш. Такой у нас похожий. Какой? Тут. Куда слева? С какой стороны? С этой? Aşkım orada güneş olacak galiba. Плывем по реке Дальян. Это длинная извилистая речка, которая впадает в Средиземное море. И заканчивается она невероятно красивым пляжем, который я вам чуть позже покажу. Вода тут очень чистая, спокойная, вокруг камыши. И мы такие, ну да, красиво. Но потом вдруг вау, и перед нами гробницы в скале. Это ликийские гробницы, им больше 2000 лет. Представьте, еще до Рима, до Византии здесь хоронили знати. Прямо в скалах вырезали целые храмы. И это были их усыпальницы. Гиды говорят, что ликийцы верили, душа после смерти улетает. И чтобы ей было легче, гробницу делали повыше, поближе к небу. Атмосфера реально волшебная и тихая, и немного мистически. Ну а мы плывем дальше, и все становится еще интереснее. Иногда мимо проплывают другие лодки, кто-то с туристами, кто-то с местными, и все машут друг другу. Такой вайб, знаете, как будто в каком-то старом фильме. А еще капитан лодки рассказывает, что в этой реке раньше было полно угрей, и их даже ловили на продажу. Сейчас это запрещено, чтобы сохранить природу.
Лодка шуршит по воде, и у тебя ощущение, что ты вообще в другом мире. Ветерок дует, солнышко греет. Удивительно, что такое место не где-то на другом конце света, а прямо в Турции. Прямо здесь на лодочке продают свежевыжатый гранатовый сок, и он просто нереально вкусный. Ну куда же турки без турецких танцев? Везде, и в автобусе, и даже вот на таких лодочках. Везде они включают турецкую музыку и пускаются в пляс. Ну, я, конечно, не танцую, а мой муж с удовольствием это делает. И мне кажется, у него очень хорошо получается. Он вообще классно танцует. Как вам? Напишите в комментариях. В какой-то момент река начала расширяться, и мы почувствовали, что море где-то уже совсем рядом. Кстати, прогулка довольно длинная оказалась. В общем, воздух меняется и становится такой солоноватый. Вокруг горы, спокойная вода, как зеркало. И просто мы сидим, смотрим и думаем, какая же вокруг красота. Мы причалили, и смотрите, нас ждут прямо здесь эти черепашки. Какие же они милые. Вообще, я впервые, наверное, вижу черепаху так близко. И рыбок тут много, такие рыбки интересные. Может быть, черепахи ими как раз и питаются, поэтому тоже здесь. О, тут какая-то заварушка, 2 черепахи, и они, по-моему, кусают друг друга, дерутся. Эти черепахи называются карета-карета, и они занесены в Красную книгу. Черепахи всплывают за воздухом и иногда высовывают голову прямо рядом с лодками. Оказывается, именно в этой реке и на пляже рядом они живут и откладывают яйца. Их здесь берегут как национальное сокровище. Лодки не подплывают слишком близко, и местные стараются не шуметь. На черепах мы залипли минут на 10, и это был, наверное, один из самых трогательных моментов из всей поездки. А сейчас мы с вами пройдемся по пляжу Истузу. Это пляж, который еще называется Черепаший берег. И это не просто пляж, это настоящий черепаший роддом. Длинный пляж между морем и рекой, и он супер особенный. Тут откладывают яйца морские черепахи. Здесь везде стоят таблички «Осторожно, гнездо». Их реально много, и это немного волнительно. Типа ты идешь, и под тобой может быть новая жизнь. А еще здесь работает центр спасения черепах, и они лечат тех, кто пострадал от лодок, от мусора. Сам пляж очень красивый. С одной стороны соленое море, с другой пресная река, и в море вода очень теплая, но всегда здесь ветрено, и поэтому небольшие волны. Людей, кстати, в этот раз было совсем немного, все спокойные, никто не кричит, не включает громкую музыку. В общем, такая тишина и только звук волн и ветра. Я не могу назвать этот пляж одним из моих любимых. Мы пришли с мужем к выводу, что мы, наверное, не любим вот такие вот длинные песчаные пляжи широкие. Нам больше по душе какие-то маленькие лагуны. И желательно, чтобы это был каменистый берег. Смотрите, на этом пляже вот так вот кладки яиц черепашек огорожены, их там много. Дальше тоже вот есть. Вот так вот здесь написано, что это именно здесь черепашьи яйца. Это охранная зона в плане того, что эти черепахи как бы считаются редкими, да? Здесь их естественная среда обитания. Кстати, людей вообще немного сегодня. На удивление. В прошлом году мы ездили, вообще был полностью забитый пляж. Но сейчас почти никого нет. У нас тут был час времени на погулять, теперь отправляемся на лодочке назад.
У нас смена капитана. Мой муж решил, что ему эта должность больше подходит. Я-то думала, ты просто посидеть пришел. Ты, оказывается, решил и порулить. Молодец какой. Да, он любит вообще. Ему интересны такие моменты всякие. Всегда со всеми подружится. В общем, ему позволяют даже за штурвал сесть. Так что давай, капитан, вези нас. Так, ну что, мы выезжаем назад в Стамбул из района Мулла. Кто не знает, это район, где находятся такие курорты, как Фетhiye, Мармарис, Дача, Бодрум. В общем, самые красивые места в Турции именно здесь. Никак не в Анталии, а именно в этом районе. Нам ехать еще почти целую ночь, довольно долго. Кстати, вот эти вот вывески часто вы можете увидеть в Инстаграм. Они довольно популярны, потому что это как раз развилка, которую все снимают по пути сюда. Ну, а мы сейчас разворачиваться будем, поэтому тоже она нам попалась. Как я уже сказала, ехать нам довольно долго. Мы, конечно, уставшие, но счастливые. Знаете, это та усталость, когда, в общем, точно знаешь, ради чего она была. Было круто, это была классная поездка. И в голове теперь картинки из этой поездки и только приятные воспоминания. После таких насыщенных поездок, после таких эмоций уже, знаете, не хочется ни в какие. Все включено, хочется смотреть мир, а не лежать в отеле. У нас остановка Вашиклар-Йолу, это типа дорога влюбленных. Такая дорога среди высоких деревьев, очень уютная, держишь кого-то за руку и как будто в кино. Мы поэтому решили тоже снять вот такие вот семейные кадры на память. Уже темнеет, и посмотрите, какой красивый закат нас сопровождает. Он прям красный, никаких фильтров сейчас нет на видео, это просто вот такой вот закат за горами, да, и очень красиво. Сейчас у нас, кстати, будет остановочка на поесть еще. У нас остановка на ужин. Так, заказали лахмаджун. Такие лахмаджунчики большие здесь. Салатик и еще лиде будет у нас. Горячий. Да, горячий, осторожно. Evet. Sen de dök istiyorsun. Уже почти 7 утра, мы вот только недавно въехали в Стамбул. Да, выехали из отеля вчера утром, и сегодня утром только приехали. Стамбул нас встречает, как обычно, шум, машины, пробки, и, скорее всего, через пару дней мы снова закрутимся в делах, но воспоминания наши останутся. Спасибо вам всем, дорогие мои, кто следил за нашей поездкой. Я надеюсь, вы узнали много полезного для себя. Увидимся скоро. Пока-пока.